Так, начинаем прекраснейший хлеб кукурузный на вот такой ржаной закваске. Берем, вот такая она классная, видите, она уже такая, ух, поднялась. 2 столовые ложки. 2 столовые ложки. 1, 2. 2 столовые ложки пшеничной муки. Раз, 2. И 2 столовые ложки воды. Раз, 2. Вот это все тщательно перемешиваем. И у нас получается такая закваска. Вижу, можно добавить чуть-чуть воды. Чуть-чуть воды. Тщательно перемешиваем. Вот такая получается заправка. Все намочилось, и она такая не густая, не жидкая, такая средненькая. И все. Это оставляем ее на 12 часов. Закрываем. Опять же можно шапочкой. И закрываем полотенечком. И все. Это оставляем на 12 часов. Так, и начинаем делать опару. Кукурузная мука 100 грамм. В рецепте будет все написано. Ржаная цельнозерновая 25 и 300 кипятка. Вот это аккуратненько все перемешиваем. Взяла чуть-чуть маловатую тарелочку, ну ничего, перемешаем. Это мы завариваем кукурузную муку, потому что кукурузная мука только при заварке нормально себя чувствует. Если ее не заваривать, то хлеб не особо получается. Эта опара очень важно ее хорошо вымесить, чтобы не было комочков. Сейчас вымешу. Все, вымесила. Прекрасная такая пара получилась. Теперь мы ее закрываем. И тоже на 12 часов, чтобы она мягко, нежненько остывала. Не сразу. И тут же готовим вот
помыла изюм. И изюм пусть подсыхает вместе с журавлиной. И пусть подсыхает до завтра тоже. Он должен полностью высохнуть, изюмчик. Все. Завтра начинаем делать хлебушек. Пока. Так, продолжаем делать кукурузный хлебушек. 12 часов у нас простояла и опара, и закваска. Сейчас покажу. Это кукурузная, это опара, кукурузная заварочка. Сейчас покажу. Вот такая вот опара получилась, приятненькая. Вот она вся поднялась. И все смешиваем. Кукурузный хлеб вообще для меня пока на первом месте. Почему? Легко делать и получается что-то похожее на кексик. Так, вот смотрите, это заварка, кукурузная мука тут тоже туда же. Вот это все простояло 12 часов. Вчера сделала, и сегодня вот уже можно печь хлеб. Закваска ржаная. Все это перемешиваем. Так, перемешали. Добавляем сюда куркуму. В хлебушке в этом есть куркума, для того, чтобы он был желтенький-желтенький. Вот она такая, с водой я ее с тепленькой смешала. Выливаем. Смешиваем. Он как праздничный какой-то кулич получается, этот хлеб. Кулич или как правильно. Куркуму смешиваем с водой, чтобы она легче вмешалась сюда. Да? Вот так. И плюс она уже подрастворилась. Мед. Чайная ложка. Чуть-чуть он уже подзастыл, но вообще растворять его надо было. Я уже его растворила. Ну вот, смешиваем. Дальше идет соль. В рецепте все будет. Внизу под видео напишу рецепт. И все это хорошо вымешиваем. Так, добавляем подсолнечное масло. Все перемешиваем. Дальше мука пшеничная, вот цельнозерновая, по чуть-чуть вмешиваем, не сразу всю муку кидаем. И вот еще есть такая мука.
теперь вот мука высшего сорта. Тоже по чуть-чуть. Вмешиваем по чуть-чуть. Положу тряпочку, а то оно что-то сильно громко по камню тарелка стучит. Так, добавляем. Там в рецепте будет написано 200-250, но вы смотрите по тесту. Можно и 200, можно и 250. Я, допустим, куркумы добавила. В куркуму больше воды добавила. Соответственно, тут надо больше муки. Что-то рука дрогнула. Куркуму разбавляла, и получилось воды больше, чем надо. Вот такое вот тесто. И мы его замешиваем. Так, вот я его как бы замешала. Теперь вмешиваем еще немножко муки. И все это должно липнуть к рукам. Это нормально. Мы по чуть-чуть начинаем его замешивать. Липнет, это нормально. Ну, вот так вот мы ее как-то так вымесили. Все, вот так вот оно получилось, такое липкое-прилипкое. И оставляем вот это вот тесто на час. Так, вот так вот замесили более-менее. И теперь закрываем пленкой. Ну, лучше, конечно, шапочкой. Но я что-то шапочку не нашла. Обычная шапочка, которая вот так вот. Оставляем на час. Пусть стоит. Так, продолжаем. 30 минут прошло. 30 минут. Час прошел, а не 30 минут. Да. Ручки мы в воду вматываем. И начинаем. А, забыла. Сухой изюм, который на ночь мы его оставили сохнуть. Я сюда еще добавила журавлины. И вот так вот. Руки вода. И начинаем обминать. Осторожно. Вода, конечно,
спасает. Вот такое классное тесто. Оно уже начинает тянуться. Вмешиваем. Воду все время, потому что по-другому без воды помешать никак не получится. И вот так вот поднимаем. Все время руки смачиваем для того, чтобы оно вытягиваем и сложили. Вытягиваем и сложили. Липнет сразу так, хоп, рученьки смочили. И опять вытягиваем и сложили. Так, вытягивается и сложили. Дальше. И вот так вот разминаем. Оп, и повытягиваем. Ну вот как-то так. И все. Закрываем, оставляем на 30 минут. Так, прошло 30 минут. Опять раскрываем. Опять намочить надо ручки. Такая прекрасная текстура. Тянется, смотрите как. Вот так вот обминаем. Можно конвертиком, можно вот так вот складывать напополам. Тоже отличненько получается. Вот так вот скручиваем. Оп, скручиваем. Ну вот так вот и все. И опять закрываем. И еще раз на 30 минут. Так, пока ждем еще 30 минут, подготавливаем для расстойки. Вот получается у меня такая корзиночка. Сюда кладем полотенечко. И в полотенечко насыпаем рисовый борошно. Вот для того, чтобы оно было и имело красивый вид потом, я так понимаю, и не прилипало, оно такое жесткое. И все. Ждем 30 минут и будем укладывать сюда хлебушек. Так, ну что, 30 минут еще прошло. Еще начинаем делать переминание. И все, ой, не переминание, а уже выкладываем на стол. Ой, это очень многовастенько, ну ладно. Вот такое красивое тесто поднялось уже. Прекрасно так.
Вот такое оно получается красивенькое, желтенькое из-за куркумы. Мы его так вот вытягиваем. Вытягиваем. И складываем на расстойку. Раз, сложили. Два. И теперь вот так вот оп. Скрутили. Рисовое, до речі, борошно. Теперь укатываем так, чтобы, если надо, зажимаем тут все. И раскатываем, вкатываем. Как бы где-то что-то раскрылось, хоп, зажали. Делаем такой красивый шарик. И ставим его на расстойку. Уже подготовленная у нас эта штучка. И ставим его на расстойку на 2 часа. Вот такой вот. Так, на расстойку мы поставили. И на 2 часа, и еще забыла сказать, накрываем полотенчиком. И вот 2 часа оно стоит. Так, начинаем. Прошло 2 часа, у меня прошло больше, потому что были на тренировке. Пришли, ушли. Вот смотрите, какой красотон получился. Чуть-чуть поднялся. И чуть-чуть хорошо так поднялся. Кладем его на пергамент. Такую красоту. Разрезаем. Чтобы у нас он был красивый. Кругленький накрест. А длинненький можно вот так сбоку. Какая форма нравится, такую и делаем. Вот так вот все. И теперь разогреваем в духовку 20 минут на 230. Вот сейчас жду, пока она разогреется. И потом 25 минут переходим на 215 градусов. Так, духовка разогрелась. Хлебушек открываем. Вытягиваем сюда эту красоту. Все. И на 20 минут 230. Поехали. Там пищит, кричит, просится включить. Второй раз на 25 минут. Ой. На 25 минут. И тут переводим из 230 на 210. Вот такой прикольный хлебушек получается. Вот он уже по чуть-чуть вырастает. Можно даже сказать, уже вообще красотун. Ждем. И еще 25 минут. Так, вот уже конец истории. Посмотрите, какая получилась красота. Вот такой красивезный хлебушек получился. Желтый, с куркумой, с изюмом, с журавлиной. Все, уже будем скоро сейчас доставать и остывать. Пусть он остывает. Вот, посмотрите, какая получилась красота. Горячий, конечно, еще, но очень хрустящий. Послушайте. Очень хочется попробовать. Но надо немножечко подождать. Вот такая красота.